Привет, друзья! Вы смотрите ВП Live. Я нахожусь в районе Голливуда, недалеко от отеля наших ребят. Буквально недавно закончился ESL One в Лос-Анджелес, и Virtus.pro стали там чемпионами. Прямо сейчас мы пообщаемся с командой. Ну, конечно же, мы не в Лос-Анджелесе, мы все сидим по-прежнему по домам, но помечтать, знаете ли, не вредно. Несмотря на то, что ребята сейчас все играют из дома, это не помешало им показать все, на что они способны в этой невероятной схватке с LG в гранд-финале и стать чемпионами в Европе и СНГ. И мы действительно с ними сейчас пообщаемся. Привет, чемпион! Привет, Машенька. Слушай, ну ты в последние недели, мне кажется, самый медийный член команды Virtus.pro. Сколько интервью ты успел дать американцам? Каждый день был на американской трансляции. Каждый. Да. Слушай, мне кажется, у всех очевидный, самый напрашивающийся вопрос. В какой момент ты успел набрать такую бешеную форму? Да, сильно влияет, в принципе, командный настрой и командное взаимодействие. То есть моя игра очень сильно зависит от игры нашей команды в целом, и поэтому, когда все работает, все вместе, и я играю лучше, и все играют лучше, и, вы бы видели, что там Вованчик творил в этих играх. Мы видели. Вы, наверное, видели. Ну, просто, да, когда он летит и избивает Вортексом Black Hole в ту же секунду, когда он начинает кастоваться, это просто что-то невероятное. Да, мы тоже вчера это видели. Слушай, а это появление Игоря повлияло благотворно в том числе? Два фактора. Ну, во-первых, очень повлияло то, что мы, в принципе, очень много работали до этого, и, наконец-то это дает свои плоды, да? А во втором случае, два фактора есть. Приход Игоря и приход еще одного человека, имя которого я не могу, наверное, оглашать пока. Ну, это мы вообще опустим по определенным причинам. Вот. Но эти два фактора очень сильно повлияют на всю нашу игру, на нашу командное взаимодействие, на то, как рано мы начинаем играть, как активно играет Игорь, и в целом, настолько агрессивно мы можем начинать играть там с ранних минут. Угу. Слушай, Пангальера тоже все твоего отметили, мы тоже вчера видели, как круто ты отыгрывал. Ты как-то скрывал, что ты на нем играешь, когда ты успел натренировать этого персонажа? Да. В смысле скрывал, просто играю паблик на нем. То есть официалки-то ты не играл на нем? Так потому что команда не давала. Я постоянно говорил, дайте мне котика, пожалуйста. Дайте котика. И потом как-то мы поиграли, я опять попросил котика, мне дали его на скриме. И все такие, ты вроде умеешь на нем играть. И мы начали его брать больше, мы нашли пару имбовых связок на линию с ним, и как-то все пошло и поехало. И все, и ты начало раздал. получаться, и мы начали брать его все больше и больше. И в итоге последняя игра такие, мы его там банили часто, отдавали, и в итоге вот тот человек, имя которого нельзя разглашать, он говорит, ребята, а что мы котика не берем? Это же наша сигнатурка. И все такие, да, давайте возьмем. На трансляции, когда вы играли, собственно, с ОГ, несколько раз было упомянуто то, что вы с Игорем когда-то являлись частью этой команды, и для вас это такая своеобразная вендетта. Ну, конечно же, это не месть, ясное дело, но как вы себя чувствовали вот в таком матче, такого ранга против LG? Да, я бы сказал, что это больше наследие OG какое-то мы несем с собой, потому что мы в какой-то момент реально были частью этой команды, и мы успели поиграть с этими игроками, которые выиграли 2 International, и что я, что Игорь, мы на самом деле очень много почерпнули в этих людей, что мы, в принципе, до сих пор несем с собой. Вот. Играть против них безумно приятно, потому что они постоянно тебя удивляют, они постоянно тебя вставят в некомфортное положение, тебе постоянно нужно реагировать на что-то, так как это делаем мы, они делают это еще раньше, еще как-то, знаешь, в каких-то таких неожиданных проявлениях, начиная там с драфтов, заканчивая расстановкой линий, их передвижением по игре, их вардингом. Короче, против этой команды всегда очень круто играть, и игры реально запоминающиеся, очень такие эмоциональные получаются, и, сыграть вчерашний финал было просто нереально кайф. Может быть, ты еще за время, пока провел его вот с LG, что-то узнал и запомнил, знаешь, об этих ребятах лично, что тебе помогло в матче против них вчера? Ну, то есть, об их психологии, знаешь, я точно знаю, что Нотейл сейчас сделает так, потому что он так делает, такие вещи. Не, конкретно в игре это очень сложно, мне кажется,
предугадать такие вещи, потому что, ну, игра постоянно меняется, и то, что они там условно делали со мной 2 года назад или 3, то, ну, типа, те же вещи не будут, скорее всего, появляться в текущих играх, но какие-то там элементы мышления, не знаю, того же Себа, то, как он смотрит на игру, конечно, она всегда останется со мной, но, я же говорю, Дота и меняется, и то, что было актуально тогда, не актуально сейчас. То, что вы с Вованчиком вдвоем на буткемпе, и уже довольно давно вы вдвоем, ну, как-то аффектит в лучшую или в худшую сторону? Может быть, там, вы надоели друг другу уже, не знаю. Как вы вообще с ним там переживаете этот карантин? Нет, наоборот, я на самом деле счастлив, что я по итогу остался здесь, потому что если бы я был дома один, я бы, наверное, завывал уже на текущий момент от того, что, ну, типа, дайте мне с кем-то поговорить. А тут постоянно есть Вованчик, мы постоянно обсуждаем какие-то игровые моменты, постоянно там, не знаю, даже по вечерам бывает в настолки какие-то играем. Короче, с ним приятно. Ну и это Я очень рад, улучшает что вашу связку, да? Ну, безусловно. Безусловно, это влияет на то, как мы понимаем друг друга. Мы часто обсуждаем какие-то передвижения, какие я могу сделать, какие он мог сделать, там, ротации по карте в некоторых играх, и это очень помогает. Мы сейчас все заперты по домам, как ты уже отметил, но тем не менее вы выиграли крутой турнир, и у нас нет автопати, и мы все разрознены. Чего хочется сделать в первую очередь, когда командочкой соберемся, я даже думаю. Кто сказал, что у нас нет автопати? Ну вот, Серега приехал сегодня. В маске? Конечно же, в маске обязательно. И привез нам кальян. Пару бутылочек вина, и мы культурно, я думаю, сегодня посидим и обсудим наши вчерашние игры. Все, спасибо большое, Ромочка. Ну что, у вас получается уже там через день-два, через день следующий матч, уже следующий турнир начинается. Собственно, нет времени долго отдыхать, Да. И это хорошо. Это правда. Ну, сейчас, после того, как ты побеждаешь какие-то турниры, и люди начинают потихонечку смотреть на тебя, очень важно удержать этот пьедестал и играть еще больше, еще лучше, и еще придумать какие-то новые вещи, и это очень круто. Это то, чего я хочу сейчас добиться. Просто удержаться вот в этом топе и продолжать дальше. Очень круто играть со своей командой. Продолжать дальше кайфовать от тех игр. Как мы кайфуем сейчас все вместе. Мы в тебя не сомневаемся, мы в тебя верим, мы все тебя поддерживаем, все фанаты Virtus.pro, я в этом точно уверена, особенно после такого финала. Спасибо большое. Ребят, я хочу напомнить вам, что наши друзья по Rematch дают бонус для всех болельщиков Virtus.pro. Переходите по ссылке в первом закрепленном комментарии и получайте подарок для всех фанатов медведей – страховку первой ставки. Это позволит вам безопасно начать играть, например, на грядущем турнире от Vplay Пушка League. И не забудьте после регистрации скачать лучшее приложение на iOS и Android. Удачи! Бакыт, привет, чемпион! Привет. Как ты, герой пинга? Как тебе играется с таким пингом в таких условиях? Ох, блин, вообще, уже, ну да, это привычное дело, но именно в вечер финала, я, если что, до сих пор не подключил себе 2 интернета, ну, на всякий случай, и как раз один из самых популярных, второй интернет по городу, который, он очень сильно лагал, мне там друзья писали, у тебя не лагает, там все нормально. Хорошо, что все, ну, у меня все ок. У меня пинг 90, 90-100, и, ну, это, кстати, довольно играбельно. Просто когда больше 100, это уже слишком начинается. Просто, знаешь, там все писали, что типа, ну вот, Сумаил со своим пингом, мы такие, камон, стоп, у нас вообще-то Бакыт такой же сидит. Ну да. Слушай, приятно тебе было получать баны Течиса? Если честно, наоборот, хотелось побольше поиграть с ним, но это было очевидно, что в один момент просто люди перестанут отдавать. Ну, особенно, ну, они будут пробовать так, знаете, на проверочку, знаете, раз, там, 2, 3, и когда уже поймут, что легче, ну, не пытаться как-то законтрить это и так далее, начнут просто банить, потому что, ну, это довольно просто потратить 1 бан, ну, вот. Но я бы хотел бы еще поиграть побольше. Ну слушай, ну это же эти баны, это получается выражение респекта, типа все, тебя боятся на Течисе. Ну, по факту, да. Ну, это и в стратегическом плане всегда помогает, когда ты знаешь, что противник будет банить одного героя, вне зависимости от, ну, там ФП, секонд пики и так далее, и ты уже можешь рассчитывать, какие герои остаются, и как ты можешь строить свои баны и пики. Ну да, это дает преимущество.
Слушай, ты сейчас такая жадная четверка, которая может прям переворачивать игру своими способностями, и тебе комфортно в такой роли? Ну, мне кажется, изначально, как я начал лучше играть, даже в Нави и в Запанго, все как бы отмечали то, что я играю очень жадно, у меня там довольно там, какие-то свои сборки и так далее. Где-то эта жадность, ну, раньше, может, и сейчас иногда не оправдывается, но в общем плане я уже довольно давно это практикую и знаю, что и как. Мгм. Так что мне очень комфортно. Слушай, мы, короче, строили и, наконец, построили, судя по тому, какие результаты. Текущий состав, вот такой, которым вы выиграли SL1, тебя полностью устраивает? Что в нем классного? Какие преимущества открывает вот такая комбинация игроков? Ну, как обычно, что самое главное, это все готовы работать, все жаждут, ну, как бы, побед. Есть больше, ну, появилось больше точек соприкосновений, где мы начинаем понимать друг друга, где мы начинаем видеть игру в каком-то в одном направлении, в одном векторе, и все работают в этом векторе. Если раньше были какие-то там, ну, мы как бы заметно более агрессивно начали играть, а раньше там некоторые игроки могли уделять время, ну, к тому, что может там сыграть по-другому, более жадно и так далее, то сейчас очень много, ну, как бы все смотрят в одну сторону и начинают предлагать каких-то новых героев, идей именно в тот же вектор, и мы все больше, как бы, ну, импровимся в этом плане. Так что это очень важно, и мне это очень нравится. Мгм. И главное, что все хотят этой, вот именно, что все уже поняли, что так круто играть, и это, ну, как бы всем комфортно, и все, ну, поддерживают это. Потому что иногда бывает ситуация, когда тебя команда заставляет играть, ну, как-то под командную игру и так далее, и, может, это кого-то не устраивает, и это создается вот это ощущение иногда, что какой-то игрок недоволен или что-то еще. Сейчас этого ощущения нет, и это круто. Слушай, на тебя было, конечно, довольно высокое давление с твоим переходом в Virtus.pro, но сейчас, я думаю, груз с плеч должен был свалиться, да? Ты доказал, на что ты способен с этими ребятами, с нашими ребятами, и ты уже часть Virtus.pro стопроцентная. Как ты стал себя ощущать вот после этой победы? Не знаю, по мне так, в общем, я ситуацию с моим переходом в Virtus.pro, ну, как бы морально для себя опускал и старался не задумываться, потому что лишний прешур, он бывает хорошо, когда ты прешуришь себя такой, да, все, типа, надо сейчас побеждать, как бы у тебя нету там, не знаю, условно шанса на проигрыш и так далее, но это все часто работает и в негативную сторону, так что я старался это опускать и как-то не задумываться. Для меня сейчас с переходом в ВП главная задача была это, ну, понять новых игроков, сдружиться с командой и начинать работать вместе. Мгм. И, как я говорил, сейчас это начинает все больше работать, и это, ну, как бы, к чему я стремлюсь, и не сказать... Ну, мне просто было очень приятно, что я пришел в команду, и мы победили. Хоть, ну, первая победа — это всегда круто. Слушай, понятно, что сейчас не только Virtus.pro, но и в основном там все игроки так или иначе играют из дома, команды разрозненные, не видятся друг с другом, никаких буткемпов толком сейчас нет ни у кого. Тем не менее, как вы выстраиваете вот именно помимо тренировок, да, ваши отношения? То есть что-то, может быть, внеклассное, вы устроите какие-нибудь созвоны общие, так чисто просто поржать, знаешь, поболтать, чтобы не терять вот эту вот мораль команды? Ну, в этом плане, мне кажется, мы справляемся очень даже хорошо, ну, потому что мне кажется, и дня, наверное, нет. Даже там в выходные мы собираемся, просто кто там в Counter-Strike погонять, что-нибудь еще, какие-то кастомки в доте. И мы проводим очень много времени вместе. После КВшек, после всех официалок мы как минимум еще там часа 2-3 сидим. Ну, может, кому-то там по делам надо отойти и так далее. Ну, вот, ну, мы все сидим, там, рофлим, общаемся. И как раз какие-то промежутки, ну, я считаю это очень крутым, потому что ты, когда даже сидишь, там, условно, отдыхаешь с командой, даже в онлайне, ты по-любому там мельком где-то охватываешь какие-то моменты из прошлых игр, там кому-то в голову какая-то идея ударит, и он там сразу выскажет ее, пока она, ну, у него засела, и сразу кто-то там, может, что-то докинет, и это очень круто. Мгм. Ну, вот, но мы очень много времени проводим с командой. Ну, это самое главное. Слушай, есть какие-то у тебя, не знаю, желания, мечты? Что ты первым делом хочешь сделать, когда все это закончится и разрешится, и не будет никаких проблем в мире?
наверное, из самых очевидных я очень хочу выиграть первый же лан. Ну, это будет... Потому что ну, мы побывали как бы с Virtus.pro на одном вроде бы лане, На да, всего? виплее, получается. Да. Но по итогу мы сделали, ну, как бы замены, и хочется еще раз выступить. Тем более на виплее мы там заняли топ-3. Это довольно такой средний результат, который, ну, хочется всегда больше. И мне очень хочется выиграть в команде Virtus.pro первый лан свой. Да и вообще в своей жизни, да, первый лан хочется выиграть. Мы, Бакыт, в этом не сомневаемся, мы тебя все поддерживаем. Я уверена, фанаты Virtus.pro все тебя поддержат, за тебя топят. Это видно даже по комментариям, которые сейчас пишут ребята. Увидимся, надеюсь, очень скоро. Все зажимаем кулачки, скрещиваем пальчики, да. И до новых встреч, получается, в эфире, в таком вот, по видеосвязи. Желаем вам успехов на следующих матчах ваших. Все, спасибо. Капитан, как слышно? Слышно, нормалек. Я вас поздравляю еще раз, теперь уже публично, с этой прекрасной победой. Спасибочки, спасибочки. Слушай, 3 года прошло, финал ВП ОГ. Вспоминали Киев вы перед стартом? Не, ничего не вспоминали. Просто в доту играли, как обычно. Но ты вот считаешь, что это полноценная ответка за тот финал? Или все же это немножко не то? Да, конечно, не то. Онлайн. Как бы да. Ну и, опять же, только СНГ и Европа. Как бы нету 3 регионов. 4. 3-4. Я вот слышала в ваш адрес, что типа, ну да, ребята сейчас сидят дома, нет такого давления, да, естественно, ни на одного из игроков, потому что все по домам. Ну а ты как думаешь, вот в вашей текущей форме все-таки вы бы и на лане, мне кажется, так же себя показывали, нет? Вы сейчас прям как-то очень здорово собрались. Да, я думаю, да. Мы, в принципе, на правильном пути в плане построения игры. Я думаю, что не было бы большой разницы. Нет разницы сейчас, где играть, в онлайне или онлайне. Плюс ребята все опытные. Опять же, если возвращаться к ситуации с Егором и Веталем, тут у них же совсем прям не было опыта. То есть они как бы и по возрасту, да, то есть это все в новинку им впервые. Да. Лан, все такое, да. То сейчас что у нас? Резоль, суперопытный, Заяц, то же самое. Да и Игорь был на большом количестве ланов уже. Поэтому я думаю, что ничего не изменилось бы на лане для нас. Угу. Слушай, вот у вас сейчас вот текущий состав, у него такой характерный стиль игры, довольно такой быстрый, агрессивный. Как вы к этому пришли? Ну, то есть, вот ты долго подбирал именно состав ребят, чтобы все могли в такую доту играть? Или само это сложилось так, что вы так будете играть теперь? Мы не только так играем, мы по-разному играем. На этом турнире мы играли и первым номером, и вторым номером, то есть и агрессивными стратегиями, и там, где надо было пофармить, брали персонажей пофармить Игорю. То есть я не могу сказать, что мы прям только так и будем играть. Нет, мы будем играть по-разному, в зависимости от ошибок соперника на драфте, в зависимости от того, что сами натренировали, подготовили. Ну, я бы целился все равно, да, в агрессивную игру, быструю, давление и все такое. Угу. Слушай, просто издалека спрошу, у вас сейчас ведь есть тренер? Да. Все. Больше я ничего не буду спрашивать у вас про тренера. Хорошо. Как ты можешь оценить вот на сегодняшний день, после того, как вы выиграли ESL One в онлайне, форму Игоря, форму Резоля, которую он очень сильно набрал, да, там, форму Зайца, который не так давно все равно в Virtus.pro. Ну, по Вовчику нет вопросов у меня, естественно, ни у кого нет вопросов. Все молодцы, все делают свою работу в игре, никто не выпадает. Если кто-то из нас в какой-то момент ошибается, а в каждой игре происходят ошибки, то команда моментально готова помочь, их исправить. Неважно абсолютно, кто допустит ошибку. Так что механизм работает. Ты доволен? Ну, пока как бы рано радоваться,
чему-то и быть довольным. Ну, в целом позитивно очень настроен, и все, как я говорил, по плану идет. Ладно, я этот же вопрос задам тебе после первого лана. Вот после того, как вся эта история сейчас закончится с домоседством. Я тебе тоже После сразу- International задай мне этот же Да, вопрос. да, задам тебе этот вопрос после инта. Хорошо. Ну что, Лёш, мы тебя еще раз поздравляем от лица всего фан-сообщества Virtus.pro. По-прежнему скучаем, по-прежнему мечтаем увидеть тебя лично. И продолжаем смотреть все матчи с вашим участием. Успехов вам в грядущих турнирах. Спасибо, спасибо.